Я по образованию учитель географии. Пока я учился, у меня появилась еще одна страсть. Я занимался версткой, участвовал в самиздате, стал работать дизайнером и самостоятельно начал изучать дизайн. И когда в 2008 году у меня там случилась неудача, мы там начинали свой бизнес, и у нас ничего не получилось. Короче, там кризис был в 2008 году. Меня пригласили в центр специалист при Бауманке. Не хочешь ли там преподавать? И с этого момента я уже ни в какой другой роли себя не вижу, потому что все, что мне интересно в этой жизни, в этой работе сошлось. Создание курсов — это такая сложная, интересная штука, и там столько всего надо придумать. Нам хотелось писать курсы по другой схеме, и нам хотелось другую схему взаимодействия с учениками. В той модели образования был такой кнопочный подход. Преподаватели, которые там работали, сами не были, не то чтобы дизайнерами даже, они были техническими специалистами. Между нажатием кнопки и ее применением лежит огромная пропасть. То есть нужно рассказывать не о кнопках, а о том, как решать конкретные проблемы дизайнера, как решать конкретные проблемы фотографа. Любое образование строится из 3 важных основ. Качество информации, методика подачи этой информации и мотивация. И отсюда возникает такая интересная штука, что в зависимости от того, кому мы учим, состав скиллов преподавательских, он разный. Да, если мы говорим о новичках, здесь больше нужно обладать преподавательскими навыками, нежели, например, фотографическими или дизайнерскими. Если мы работаем с людьми, но они ищут свой стиль, то здесь, конечно, нужно обладать колоссальным собственным опытом. Но есть еще 3-й уровень – профи. Поэтому ответ на вопрос, что важнее в обучении компьютерной графики, быть крутым дизайнером или быть крутым преподавателем, вопрос очень сложный. Школа — это столько разных задач, и для того, чтобы иметь возможность легко переключаться с одной задачи на другую, просто обязательно, чтобы этот рабочий день был выстроен. Поэтому любой мой день, первый час-два, у меня творческая работа, ее много. Я придумываю планы какие-то, пишу новых курсов, или, может быть, я делаю какие-то упражнения для этих самых курсов, что-то рисую. Любая творческая работа структурирует мозг. Главная проблема — это, конечно, маркетинг, потому что мы начали школу, не имея ни малейшего представления о том, как продавать курсы. Поэтому для меня сейчас навык номер 1 и открытие — это маркетинг и реклама. Из таких прям неудач, то, что я переживаю, это работа с привлеченными специалистами. Мы написали прекрасный курс в соавторстве с одним дизайнером, прекрасным дизайнером, отличным художником. Но когда дело дошло до съемок, оказалось, что он перед камерой просто не может говорить. Мы очень много потратили на этот курс, в первую очередь время. Снять его мы не смогли, и мы даже его продали. Нам пришлось вернуть деньги. Самой важной идеей, которую я буду развивать дальше, это технологии онлайн-образования. И моя такая мечта, если мы говорим про мечты, но это создание большой серьезной платформы для онлайн-образования. Только решение реальных проблем делает крутой курс. Потому что курс, который снят по идее, а давайте мы рассмотрим все пункты меню, или а давайте я вам расскажу, какой я крутой, или давайте я вам вообще расскажу все, что я знаю. Это курсы бессмысленные, и их много таких. У меня сейчас такой яркий пример. У меня учится девушка, которая параллельно учится в другом вузе в Польше. Это такой яркий пример о том, что люди, преподаватели, просто никак не вникают в психологию этих людей. То есть на первом же уроке им дают очень сложное, б, состоящее из большого количества инструментов, то есть, чтобы выполнить, нужно знать много инструментов. И третье, графически бессмысленное задание. На самом деле, школа-университет — это 4 человека. У нас есть какие-то задачи, которые мы иногда делегируем, но большую часть работы я делаю сам. Все взаимодействие у нас происходит через онлайн, то есть мы иногда собираемся, но очень редко, в основном просто чтобы повеселиться. Технические курсы начинаются, конечно, с создания идеи. После того, как идея проработана, она представляет собой детально расписанную схему тем. Каждой теме мы начинаем искать упражнения. Мы учим новичков, а новички, им нужно открыть как можно более широкую дорогу. И мы в одном курсе показываем, и это если про иллюстратора говорить, и плоскую графику, и
3D мы можем там показать, и рисование свободное, и каллиграфию, и ну, все на свете. Главное, чтобы это было сейчас. Вот то, что сейчас актуально, сейчас модно. И после этого у нас уже возникает технический такой план, потому что, зная, сколько рисуется та или иная картинка, я знаю, сколько там будет роликов. Но дело в том, что Universe — это очень личное что-то, и мы очень близко подходим к людям. Мы дружим на самом деле, и мы по-настоящему их любим. Полно инфобизнеса, в котором мы вообще плевать вообще на этих людей, заплатил деньги и до свидания. Вот, ты получил материалы свои, учись. Я вот этого никак не приемлю вообще. И этим мы хотим отличаться от всех. Сами работы должны быть крутые, да? То есть очень здорово мотивирует, когда ты делаешь не какую-то абстрактную фигню, а когда ты делаешь что-то прикольное. Но при этом оно должно быть достижимым, но непростым. Нельзя мотивацию извне как-то привнести в человека, воткнуть эту мотивацию, и он там будет что-то делать. Так не бывает. Да, мотивация, ее можно подпитать. Она есть у человека внутри, вот, человек приходит, нужно его не обидеть, нужно его не завалить. Когда человек остается один на один, да, еще один элемент мотивации — это поддержка, то, что мы всегда есть. Человек может написать в любое время дня и ночи, я возьму телефон и ему отвечу, что да, я вижу, я постараюсь тебе помочь. И это тоже работает. У нас сейчас идет векторная графика, это упражнение принт на маечку они делают, а вот эти маечки прямо сейчас можно было бы напечатать. Мне вот очень нравится, одна из лучших работ. Одно из заданий — нарисовать синтезатор. И вот эти милейшие совершенно синтезаторы приписывают в огромных количествах. У нас сейчас 70 человек учатся. Но иногда присылают очень сложные работы. Вот, например, вот было задание нарисовать манометр. Манометр такой простенький, с одной стрелкой, с лимбом. Ну вот, например, такой мне ученик Виталий Алексеев прислал вот такие часы, подробнейшим образом проработанные. Я не знаю, сколько он делал эти часы, но это фантастически крутая работа и по сложности, и вообще их можно сразу на сток выкладывать. Это первые уроки домашней работы на работу с инструментом перо. И я показываю, как от скетча, вот такого изначально скетча, прийти к такой выверенной векторной графике, с которой можно анимацию потом делать или еще что-то. Конечно, модная графика — это по большей части маркетинг. Дело в том, что есть новые технологии, и как только что-то эдакое возникает, оно становится в тренде, оно становится модным. Но речь идет о таких вещах, как синематография, например. То есть она модная не столько графически, сколько технически. Мы с моей дочкой сняли маленький такой мультик, рекламный ролик про космопиццу, который сделан из бумаги, собственно говоря, да, то есть вот мы вырезали это все дело, и вот этот ролик, сейчас вы видите, да. Это такая часть нашей работы — показать, что даже ребенок может это сделать, и получается смешно, получается прикольно, и для этого ничего не нужно. Не нужно никакую студию нанимать, нужно просто немножко фантазии и некоторое количество времени, может быть.